Привет, меня зовут Стас Быков. В этом обучающем видеоуроке я вам покажу, как настроить рекламу ВКонтакте. Будем рассматривать таргет, ну и затронем, конечно же, ретаргет. Что это такое, как это работает, давайте разбираться. Погнали. Да, конечно, сейчас это самый частый вопрос, и я решил рассказать, как я настраиваю рекламу во ВКонтакте. Все буду показывать на экране своего компьютера. Здесь рабочие проекты, поэтому вы увидите все как есть. Для того, чтобы начать размещение рекламы, вам нужно перейти в рекламный кабинет. Если вы еще его там не создавали, то вот ссылочку я оставлю в описании под видео. Обязательно переходите и там зарегистрируйтесь. Нужно будет настроить вы или физическое лицо, или организация. Здесь нужно понимать, что есть два способа. Это таргет, когда мы таргетируемся на определенную целевую аудиторию, а ее важно определить правильно и корректно, чтобы не было слива бюджета. И есть ретаргет, когда мы устанавливаем пиксель на свой сайт, дальше создаем аудиторию и уже им повторно показываемся. Это тоже очень хорошо работает, об этом мы тоже будем с вами говорить. Итак, как же работает таргет? Сейчас мы находимся в рекламном кабинете, мы видим все компании, которые в данный момент запущены. У меня есть таргет на сообщество. Сейчас я вам покажу, как у меня рекламная кампания настроена, а дальше я вам покажу, как настроить рекламную кампанию и на что нужно обращать внимание. Итак, мы видим, что собирается полная статистика, сколько потрачено, сколько было показов, переходов и CTR. Конечно же, здесь нужно понимать, чем больше мы вкладываемся в рекламу, тем больше будет показов, тем больше будет переходов. Поэтому здесь важно грамотно понять, кто ваша целевая аудитория. И целевая аудитория, она определяется, конечно же, по критериям вашего бизнеса. Кто ваш покупатель, да? Что вы продаете, можете здесь в комментариях тоже написать. Или зайдите в Яндекс, напишите, кто такая целевая аудитория. Портрет целевой аудитории. То есть нужно понимать, кто ваш покупатель, иначе как вы будете таргетироваться. Если вы на всех хотите сразу, это неправильная стратегия, я вам сразу же так говорю. Итак, тут, конечно же, много критериев: пол, возраст, национальность, семейное положение, страна, где какой климат, там какие интересы. Вот прямо себе на бумажку все это выпишите и составьте реальный аватар вашего клиента, кто пользуется вашими услугами. Это важный момент. Если вы его не сделаете, этот шаг, то дальше смысла нет, потому что, не совсем эффективно это будет. Дальше, здесь обратите внимание, по 6 рублей у меня идет реклама, то есть это минимальная стоимость, которая в наше время вообще возможна. Потому что если мы затронем контекстную рекламу от директа, там клики от 20 рублей, есть 100 рублей, есть 200 рублей клик. То есть, представляете, да? Здесь же я настраиваю по 6 рублей. Мне, например, нужно, если больше показов, я могу сделать 12 рублей, могу 30 рублей сделать, если мне это нужно. Итак, здесь у меня рекламные кампании настроены на сообщество. То есть, что я имею в виду? Когда я создавал рекламную кампанию, в таргете я выбирал именно сообщество, то есть тем участникам, кто находится в этом сообществе, показывается мой рекламный баннер. Они тоже бывают разными. Сейчас мы как раз с вами перейдем к настройке рекламной кампании. Итак, вот здесь вот нажимаем «Создать объявление». Далее нам нужно выбрать цель рекламы, то есть мы хотим рекламировать сообщество, сайт, приложение, видео, сбор заявок, товары или личную страницу. Конечно же, я всегда рекомендую, если у вас свой бизнес, то продвигайте сайт и выбирайте показы и переходы по рекламе. То есть вы будете оплачивать за реальные переходы. Это тоже очень хорошо работает. Некоторые выбирают оплату за показы, но это, я считаю, на первых этапах точно делать не нужно. Да? То есть мы выбираем сайт, переходы по рекламе. Если у вас бизнес в основном в ВКонтакте, то есть вы здесь развиваете сообщество, то выбирайте сообщество, да, и здесь уже можно выбрать. То есть, вот, например, вступить в сообщество, цель рекламы. Это будет задача, которую необходимо будет выполнить. И вы уже будете таргетироваться на аудиторию, которая будет вступать к вам в сообщество. Но все-таки я бы всеми руками за то, чтобы создавать свой сайт и делать переход по рекламе. Здесь цель рекламы выбирайте сами, дальше суть от этого не меняется. Да? То есть я выбираю сайт, переходы по рекламе.
И здесь мы можем выбрать теперь форматы рекламных объявлений. Конечно, они все разные, цены у них тоже разные. Я всегда выбираю или реклама сайта, это в новостной ленте появляется пост и ссылка «Перейди на сайт». Также есть дополнительные возможности рекламы. Сейчас обратно вернусь, вот реклама сайта. Дальше дополнительные форматы, и здесь есть внешний сайт. То есть мы можем или сообщество рекламировать, или внешний сайт слева в столбце. Я думаю, вы уже это заметили, да? То есть у нас здесь два с вами пути. Мы показываемся или в новостях у нашей потенциальной аудитории, на кого мы таргетируемся, или мы с вами показываемся в левом столбце. То есть вот предпросмотр я сделал. Смотрите, вот это моя личная страница, а слева показывается реклама. Поэтому вот два способа, где можно показаться и первоначально, да, где создать рекламные кампании и хотя бы тут начать показываться вашей целевой аудитории. Поэтому слева и в новостях. Я, конечно, больше делаю рекламные кампании, чтобы было слева, вот здесь в столбце. В принципе, они тоже хорошо работают. Итак, мы здесь с вами выбираем внешний сайт, то есть дополнительные форматы, и делаем ссылку на сайт. Обязательно делайте UTM-метку. Сейчас я вам покажу, как это работает. То есть создать UTM метку онлайн, мы можем, любой берите генератор меток, Колибри, например, да. Здесь что хорошо, все уже настроено, то есть под разные источники трафика. Вот ВКонтакте выбираем, уже все подстраивается. Здесь нам нужно ввести ссылку на сайт, я введу ссылку на свою онлайн-школу. Дальше проверяем, да, HTTPS, ВКонтакте, источник трафика ВК, плата за клики, здесь у нас указано. Дальше название компании, это маска, которая подстраивается. Здесь номер вашей компании будет автоматически в системе аналитики, это в той же метрике. И дальше идентификатор объявления тоже автоматически будет подставляться, и вы в метрике увидите, с какого рекламного объявления к вам перешли и сделали заявку. Итак, гостевая ссылка у нас с вами готова. Мы ее копируем. Видите, она какая? То есть ссылка на сайт, дальше UTM-метка ВК, оплата за клики, компания, она автоматически подставится. Вы можете и вручную указать, если у вас одна рекламная кампания. И контент, то есть объявление тоже автоматически. Здесь мы вставляем эту ссылку теперь, нажимаем «Продолжить». И далее мы начинаем оформлять объявление или изображение и текст, или большое. Мне кажется, лучше изображение и текст, потому что текстом можно дополнить информацию. Здесь у нас 33 символа, поэтому рассчитывайте. Строительство домов в Перми, например, да, объявление. Мы занимаемся строительством домов и бань под ключ. Работаем 8 лет. Дальше нужно загрузить изображение. То есть изначально лучше, конечно, подготовить, да, изображение, чтобы понимать, что там будет изображено. Ну, например, вот такое я выбрал. Строительство домов. И далее теперь мы таргетируемся с вами. Здесь нужно понять, есть возможность конкретно таргетироваться на аудиторию там, по географии, по возрасту, да, по интересам. Также можно добавить ключевые фразы, которые описывают целевую аудиторию. Ну, например, строительство. Но тут мы больше будем таргетироваться с вами на строителей, да, ну, целевая аудитория 1 700 000 выборка, то есть слишком широкая аудитория. Поэтому здесь лучше все-таки сделать демографию, пол, возраст, ваш район. И здесь мы можем еще поуже выборку сделать, то есть можем таргетироваться по портрету целевой аудитории, а также подписчики сообществ. То есть мы можем сделать выборку и также показывать тем, кто, например, вот в группе Стас Быков отзывы находится. У нас сразу 1100. Если мы еще сегментируем, кто находится в городе, ну, например, Москва, у нас сразу 110. Ну, понятно, потому что участников мало, да? Мы можем несколько групп здесь сделать и тем самым конкретизировать, на кого мы будем таргетироваться. Поэтому здесь экспериментируйте. Но я бы вам рекомендовал создавать разные объявления. То есть одни, например, по таргету на целевую аудиторию, другие как раз на подписчиков сообществ. А третье, например, можно комбинировать. То есть на подписчиков сообщества, где вы сделали выборку. Но также не забывайте, ключевые фразы тоже можно добавлять. Да, например, чтобы сузить эту выборку. Ну, чисто вот бизнес. Кто занимается бизнесом? Целевая аудитория была 10 миллионов, стало 710 тысяч. Уже хорошо, да? Конечно, все зависит от бюджета, количества показов. Выборка за
30 дней, посмотрим, сейчас должно увеличиться, да, или сделаем за 5 дней, чтобы еще сузить. Да, 325 тысяч. Дальше, пиксель здесь не трогаем, время показа, если не выбираем, то будем круглосуточно. Можно выбрать в какие дни недели и в какое время. Дальше настройка кампании. Это выбрать существующую, создать новую делаете и пишите таргет на CA по критериям. Ну, чтобы понятно вам было. И да, и можете там несколько объявлений потом создавать. Ниже настройка цены. Видите, цена средняя 40 рекомендует. Можно, конечно, 100 сделать. Но начните с 6. Ну, показов, конечно, будет крайне мало, но вы будете регулировать это. То есть в любой момент можно поправить сумму, да, цену за переход. Можете 10 рублей, то есть примерно. Все зависит от того, насколько жесткий будет таргет на аудиторию. Ну и дальше, там, где показываться, я всегда выбираю только ВКонтакте, чтобы не распыляться, чтобы бюджет тоже не сливать там на сторонние сайты. У меня всегда рекламные площадки только ВКонтакте. Дальше нажимаю «Создать объявление», и у нас получается объявление уходит на модерацию. Где-то в течение часа обычно одобряют, и можно будет закинуть денег на рекламный кабинет. Здесь же вот у меня рекламная кампания запущена на текущий момент. Я бы рекомендовал вам несколько объявлений все-таки делать, потому что вот у меня есть таргет на сообщество, да, еще есть реклама сайта. Здесь мы тоже видим, потрачено 3000 рублей, 110 тысяч показов, 427 переходов именно на сайт. То есть как это выглядело? В новостной ленте было вот такое объявление. То есть люди, когда заходят на сайт, сразу лента новостей открывается, и там будет вот такое объявление. Да, нажимаем подробнее, сразу переходим на сайт онлайн-школы. Это в моем направлении, да, вы тоже под себя можете подстроить. То есть давайте закрепим. Мы можем таргетироваться несколькими способами, несколько типов объявлений. Мы можем показываться в новостной ленте, мы можем показываться в левом столбце. Конечно же, есть дополнительный формат, то есть что мы можем? Сбор заявок, можем видео продвигать, приложение, но я бы рекомендовал все-таки сайт, переходы по рекламе, а дальше в новостях или слева вот внешний сайт. Конечно, можно и продвигать свою группу, но в чем хорошо, когда мы продвигаем сайт? В том, что мы с вами собираем пиксель, который находится на сайте. То есть мы устанавливаем на сайт пиксель, дальше создаем аудиторию на основе этого пикселя и уже можем показываться той аудитории, которая собирается на вашем сайте. Понимаете, как это хорошо работает? То есть можно, например, создать объявление: вы уже у нас были, зайдите еще раз, да, или вы упустили какой-то товар. То есть много можно фишек, а чем больше будет точек соприкосновения с вашей потенциальной аудиторией, тем лучше, потому что она к вам привыкает, вы запоминаетесь таким образом. Поэтому здесь тоже об этом мы в следующем видео, кстати, поговорим. Наберем, давайте, 500 лайков, и тогда я увижу, что тема вам интересна. Дальше можно создавать похожую аудиторию на основе пикселя. Ну и дальше еще динамический ретаргетинг. Но это уже сложная тема, об этом отдельно будем разговаривать, да, более детально. Хотя бы начнем давайте с рекламной кампании. Также, в принципе, основные моменты вам сказал, просто пробуйте. Самое главное начать и попробовать это сделать. Но первое, что вам нужно, это определиться, кто ваша целевая аудитория, прямо расписать все критерии. И потом сохраняйте отдельно вот эти способы, да, таргетируйтесь на целевую аудиторию, таргетируйтесь именно на сообщество с целевой аудиторией, реклама в новостях, реклама слева в столбце, и дальше уже смотрите посещение. Самый лучший способ — это на сайт, делайте ретаргетинг, об этом в следующем видео. Еще у меня есть книжка по ВКонтакте, кто не знает, тоже ссылку на нее оставлю в описании. И сейчас с 1 апреля у меня выходит курс «Источники трафика. Интернет-маркетинг». Здесь у меня уже более 6 часов видеороликов, да, хронометража. Также в модуле таргетированная реклама мы рассматриваем и ВК, и ретаргетинг, и много-много других способов, где можно найти трафик на ваши услуги, товары или сервис. Поэтому информации много, чтобы не потеряться, подписывайтесь на канал. Надеюсь, сегодня было вам полезно, да, вы узнали, что такое таргет ВКонтакте, как здесь настраивать рекламу. Самое главное, тестируйте, пробуйте и запускайте рекламу и смотрите на статистику. Если видео было вам полезным, обязательно ставьте лайки. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока-пока.